Проектор, который удивил меня, это Tandil TDA5, компактный проектор, достаточно неплохой, с яркостью 8000 люмен, с отличной цветопередачей, контрастом, с вот таким вот прикольненьким с пультом, с автофокусом, с автокейстоуном и действительно очень-очень неплохими возможностями в плане хорошего звука и низкого шума. Вот, знаете, наконец-то Tandil выпустил что-то действительно стоящее. Смотрите, какой малыш. Но при этом это чистый Full HD с хорошей яркостью. Так что на канале Технозон Tandil TDA5. Поехали. Начнем с того, что у этого Tandil, несмотря на его компактность, обычно, знаете, как там делают компакт какой-то и урезают количество интерфейсов. Здесь 2 USB, 2 HDMI, аудио-видео, наушнички, инфракрасный портик, сверху вот такая вот панелечка управления сенсорная. Есть вот такая вот линзочка у нас, оп, и линзочка. Есть камера автофокуса, есть камера автокейстоуна. Вот как-то так. Снизу у нас вот такая вот ножка, которая откручивается, позволяет нам делать наклон. И, конечно же, съемный вот такой вот фильтр. Сейчас я вам покажу. Нет, надо чем-то вот обковырнуть. Короче, фильтр съемный для того, чтобы чистить пыльничек и чтобы туда не попадала какая-либо пыль. Наконец-то они начали делать нормальные пульты. Или пульты. Короче, напишите, как правильно. Вот такой вот тоненький, прикольный, беленький, был бы черненький, вообще было бы классно. Правда, хромкий звучит. При этом еще и кроме автофокуса есть здесь кнопки мануального фокуса. При этом фокус, знаете, как у нас автофокус работает? Его можно выставить как регулировка при включении, как регулировка при смещении. Тоже и автокейстоун можно. Регулировку при включении, регулировку при смещении. Я был очень сильно удивлен, знаете чем? Потому что в одних из немногих проекторов в этом реализована регулировка картинки в самом Android. Хотя Android, который здесь, он очень слабый. 1/8 память. Это действительно мало. MP 450 ускоритель, нет, 450 MP мали. Это вот очень слабая конфигурация. Вот этот вот процессор слабенький. И для меня, честно говоря, вот я беру Android проекторы только лишь из-за того, что именно через Android реализуется автокейстоун и автокоррекцию фокуса. Все, в остальном всем я рекомендую его использовать только с внешними устройствами. Конечно же, 24 кауда чистых здесь нет, что будет немножко дискомфортным для тех, кто видит тот самый пресловутый Джодер эффект, но при этом этого можно избежать, если вы будете использовать какой-нибудь мини-ПК, либо полноценный ПК с SVP-плеером, с уплавнялкой, либо подплеер тоже с уплавнялкой. Все это будет работать отлично. В нашем обзоре мы сейчас посмотрим с вами цену, посмотрим, что заявляется наш производитель и его технические характеристики, потом мы его включим, потестируем качество картиночки на внутреннем и потестируем даже на игровых возможностях. А здесь есть режим, который позволяет включать режим графики, уменьшающий input lag. Мне понравилось, по крайней мере, как я играл, мне понравился контраст, цветность и яркость. Но давайте посмотрим, что нам заявляется сам производитель. Тут же еще и цена веселая, сладкая. Ссылки на проверенных продавцов лежат в описании под видео. А также подписывайтесь на наш канал и нажимайте колокольчик. Мы на сайте AliExpress. На текущий момент акция, цена $148, 149. И я вас прошу пойти по ссылочке тапнуть и увидеть актуальную цену для вашей страны. У меня просто там еще и какой-то мега-супер бриллиантово космический статус. Я, конечно, не очень понимаю в этих статусах всех, но покупал вот именно таким образом по цене немножечко выше. Из того, что они заявляются, здесь 100 тысяч часов работающая лампа, которая может работать 100 тысяч часов. Это обычно больше в 2 раза, чем это больше в 2 раза, чем обычная. Теперь, смотрите, у нас здесь есть вот это вот, они сделали, как они назвали, Sealed Optical Engine, короче, вот такая вот конструкция, которая позволяет именно сделать компактный проектор с такими возможностями. Они здесь даже сравнили с различными вариантами, которые существуют на рынке, и это действительно самое компактное, с автофокусом, с СКД, и тут вот тоже надо понимать, что там другие технологии позволяют там немножко меньше, поэтому вы можете
можно почитать по ссылке в описании под видео. Также они заявляют, что здесь Android 9, Mali 450, те же самые 4-ядерные Cortex A53 с Wi-Fi 6, которые очень слабые и 1/8. Вот поэтому я всегда рекомендую использовать конкретно внешнее устройство. Максимальная яркость у нас 8000 люмен, контраст у нас 12000 к 1, поддерживает анаглиф 3D, это красное, синее, это если вы будете одевать эти долбаные очки, красное и синее. Нативный Full HD, максимальный размер картиночки у нас 150 дюймов, потому что это, во-первых, короткий фокус, во-вторых, компакт. И знаете, что самое интересное? Они здесь сделали хитрость прикольную. Я заметил, что практически нет эффекта линзирования, это значит практически нет размытия по углам, а знаете за чего? Они саму матрицу, а изображение снизили на матрице до пределов линзы, до максимально возможных. Короче, вот очень прикольно, вот очень четкое изображение по всем углам. При этом даже когда ты смотришь на чистый белый цвет, вот нет вот грязных углов, тоже отлично. Hi-Fi спикер. И тут вот насчет звука, я вам скажу, тоже очень был удивлен. Знаете почему? Потому что звук на уровне даже не среднебюджетных, а выше среднебюджетных. И я наслаждался звуком, как вот на обыкновенном телевизоре, достаточно громким и даже с признаками каких-то басов. При этом вот есть режим колонки Bluetooth, когда выключается все изображение, или можете поставить вообще ambient мод, там, допустим, без звука картинки будут меняться. Тоже прикольная штука. Так, 1080p. Они заявляют MEMS технология, не вижу я здесь MEMS, хоть убейте меня, пожалуйста. Я сколько не пробовал, 24 кадра и все остальное, но все прям вот видно вот это. Да, HDR10 он декодирует, хотя они пишут, что это про резкость, они, наверное, не очень понимают вообще, про что идет речь. Нет, это расширенный цветовой диапазон, появляется значок HDR, но он всего лишь его впихивает в SDR. Здесь HDR нет как такового. Теперь Android 9, тут они уже про автокейвстон пошли рассказывать и про Zoom. 35 дБ всего лишь, кстати, шум действительно очень низкий, 35 дБ это очень-очень низко. Все, а вот, кстати, не про Bluetooth Compatible проекты, они про Bluetooth 5 говорят. Это вот как для Bluetooth колонки. Оптимальные это 100-дюймовые, мы как раз тестировали на 100 дюймах. При этом, заметьте, мы тестировали не на полном затемнении. То есть, если полное затемнение, вообще яркость там сумасшедшая, мы тестировали где-то 60-65% затемнения, не больше. Ну все, что мы сейчас будем делать? Подключать, тестировать и потом уже резюмировать. В остальном все, мне действительно понравился этот проект. И при учете его цены, вы вдумайтесь в цену, на текущий момент $150. Это очень-очень низкая цена. Давайте переходим, подключаем и резюме. Главное меню достаточно симпатичное. Мы такое главное меню уже видели. У нас есть возможность просматривать, что происходит в HDMI устройствах. Видите, там сейчас анимация идет от Xbox, которая подключена. Это действительно красиво. Есть магазин приложений. Наконец-то через магазин приложений можно даже установить обыкновенный Play Market. То есть мы его установили. Здесь он есть. Различные приложения, конечно, мы устанавливали. Но дело в том, что очень слабый здесь Wi-Fi у этого проектора. Изначально я этот проектор не рассматриваю как самостоятельную единицу, потому что именно Android здесь нужен только для автофокуса и только для автокейстоуна. Насчет автофокуса и автокейстоуна. Если мы его пошевелим, то есть мы сейчас его пошевелили, у нас происходит вот такая вот штука. У нас раз сбивается эта штука, включается окошко автофокуса. Сначала он корректирует автофокус. И если вы включили автокейстоун, вот, пожалуйста, у нас происходит регулировка автокейстоуна. Сейчас все выровняется, как и было. То есть вы видите сейчас кривое изображение, сейчас станет абсолютно, все четенько, все ровненько. Идеально. Автофокус и автокейстоун работает просто идеально, только нужно его обновить после того, как вы его купили и включили. У нас есть режим невидимое искусство. Это, конечно же, все хорошо, это красивые, допустим, там какие-то картинки вы можете включить, оно будет вам там листать эти картиночки. Изображение действительно охренительное, у него яркость просто шикарная и контраст
в том числе. Мы сейчас будем смотреть, посмотрите на вот эти вот картинки и на эти цвета. Я, честно говоря, был удивлен. Он лучше, чем при его, он короткофокусный, у него максимальный размер это 150 дюймов, возможно, экрана, но при этом у него обалденная яркость и обалденный контраст. Он откалиброван изначально из коробки. Вы посмотрите на эти картинки, очень красиво. Здесь есть различные наборы, ну, например, там, я не знаю, лес можно посмотреть. Это просто тоже шедевральные такие картинки, не знаю, где они их набрали. Честно говоря, смотрите, как красиво. То есть это очень-очень красиво. И, кстати, этот режим мне очень нравится. Плюс у этого проектора есть режим, когда он может работать в режиме конкретно Bluetooth колоночки. Смотрите, у него есть Bluetooth спикер. Мы нажимаем на Bluetooth спикер, подключаем. Вот видите, как это выглядит. Подключаем просто-напросто наш смартфон. Состояние динамика. Он Bluetooth спикер так и называется в смартфоне. Подключили, и тут нас ждет очень интересный сюрприз. Он выключает экран. То есть он конкретно работает в режиме Bluetooth колонки. Я включаю любую музычку. И вот здесь вот у нас начинается разрыв шаблонов. В столь компактном проекторе засунули обалденную колонку. То есть очень хороший звук, даже вот такой вот, как у телевизоров, выше, чем среднебюджетные. Я, честно говоря, мне очень нравится. То есть звук реально прикольный. Он громкий, басистый, у него достаточные средние и высокие частоты. Я понимаю, что здесь нет ультрабаса, но это классный звук. Если в других проекторах я честно говорю, что там вот вообще прикольно. То есть этот режим очень прикольный, и вы можете сразу его выключить, просто нажав на любую из кнопок. При этом в настроечках мы можем с вами посмотреть. Есть настройки сети, где мы можем подключить 5 гигагерцовую сеть. Настройки проекции. Есть у нас выбор метода проекции. Вперед, вперед на потолок, назад, назад на потолок. Это момент монтажа, как вы его замонтировали. Автоматический фокус после включения, автоматический фокус после перемещения, автоматическая коррекция после включения, автоматическая коррекция после перемещения. Также вы можете вручную настраивать трапециоид. У вас есть различные моменты настройки по 4 углам, и можно сбросить. Также вы можете все это дело отмасштабировать, и пропорциональное масштабирование тоже выбрать, например, 4:3, 16:9. Есть настройки времени, форматы даты. В общих настройках у нас есть язык, клавиатура, при этом язык есть теперь и украинский. Компания Tandil идет на украинский рынок, и это очень меня радует как украинца. Источники по умолчанию — это очень классная опция. Например, если у вас есть TV-бокс или игровая консоль, вы включаете ее, допустим, источник по умолчанию, он будет включаться вместе с этим самым проектором. Имя устройства. Ну, тут уже такое. Есть Bluetooth и информация о системе. Здесь вообще, я вам скажу, как Android устройство, я его не использовал бы конкретно 1/8. Это мало. Плюс у нас 9 Android. Ну, 9 Android, ладно. Здесь Mali 450 ускоритель. Здесь очень-очень старый какой-то процессор на Cortex A53 ядрах, который вообще нам никак не зашел. Он очень медленно работает. Например, если запустить YouTube, то вы в YouTube сможете без проблем насмотреть там 720p 60 Гц. То есть этот проектор, насколько бы он охренительно не показывал, но для него обязательно нужно внешнее устройство. Это я вам сразу говорю. А мы сейчас с вами найдем одну из моих красивых каких-нибудь видео, которые я снимал специально для тестов. Идем на канал 4K Geoplaces. Вот моя дикая река, например, мы включаем. И вот здесь вот вообще класс. Классный звук, хорошее изображение, но оно хорошее только в режиме 720p. Как только вы ставите 1080p, вы будете иметь проблемы с дропами. Ну, сейчас он стоит 1080p, и мы видим проблемы с дропами, легкие проблемы. Я не скажу, что это прям вот какие-то дикие, но что-то он дропит. При этом он может дропить как из-за слабого процессора, так и из-за скорости коннектов 22 мегабита. Меня это не устраивает. Поэтому рассматриваем конкретно внешний носитель. Но мы не должны исключать то, что здесь можно смотреть, именно вопрос, то, что можно смотреть с внешних устройств. Есть у нас, кстати, Max Hub Share, классная тема. Для того, чтобы использовать, допустим, шаринг на экрана вашего, допустим, смартфона, вы должны загрузить приложение Max Hub Share, ввести пин-код. Давайте я включу, наверное, запись экрана, чтобы вы видели, как это выглядит. То есть выводите пин-код M4, ну в данном случае W90
5H на каком-то языке непонятном, и мы можем, смотрите, что делать. Мы можем, например, начать кастинг и зазеркалить наш смартфон. То есть мы имеем вот такую вот штуку. Мы можем выйти, и это действительно работает. То есть это обыкновенный кастинг в 1080p режиме. Мы можем, например, воспроизводить видео любые. Вот я снимал там, например, для ТикТока видео, там, то есть мы можем закастить его. Вот, пожалуйста. При этом у вас на смартфоне ничего не будет воспроизводиться. То есть это конкретный кастинг. То есть для этого отлично это работает. Правда, хреновастенько это дело работает с языком. При этом есть еще и удаленный экран. Это значит, вы будете видеть то, что воспроизводится на вашем проекторе. То есть если я выйду в главное меню, то мы будем с вами видеть, как работает этот самый... Ой, сейчас выйдем в главное меню. То есть мы можем кастить ваш проектор на телефон. Я не знаю, зачем это мне нужно, но то, что это есть, это факт. Давайте закончим тут с этим шарингом. Меня тут, вот видите, обзывают. Тут внизу есть надпись. Меня тут фактически обозвали. Написано хуй. На китайском, да. Поэтому... Хорошо, с кастингом есть. Разобрались, поддерживается. Теперь мы оценим с вами качество изображения. Для этого мы подключили жесткий диск с нашими тестовыми картинками, с нашими тестовыми файлами. Будем сейчас... Вот нам нужно, знаете, что сделать? Так, это изображение. Нет, давайте все выберем. Нам нужно протестировать и на 24 кадра. И, конечно же, на возможность воспроизводить максимально большие файлы. Для того, чтобы здесь воспроизводить Dolby файлы, например, 5.1 звук, вам понадобится MX Player либо VLC. Вы это сможете там реализовать. Мы здесь просто сейчас оцениваем возможность декодирования очень больших. Ага, TS не поддерживается в таком плеере, поэтому выберем другой сейчас. Так, у нас, видите, тестовые картинки. Это 4К фильм, по сути 4К тестовый ролик. Звука сейчас нет, потому что для того, чтобы воспроизводить Dolby звук, вам понадобится конкретно другие плееры VLC, либо тот же самый MX. То есть вы это должны понимать. Например, давайте запустим Triluminous дисплей. Смотрим по 4К, у меня вопросов нет. 4К фильмы он будет с внешнего жесткого диска воспроизводить. И опять же по звуку вы уже поняли, какие плеера использовать. Воспроизводит цвета просто шикарно. Я вам честно скажу, ни о каком HDR здесь, конечно, не может идти речи. Вы можете регулировать изображение в самом вот этом вот плеере, который у нас есть нативный. Мы можем здесь регулировать картинку. Допустим, режим стандарт, динамический, мягкий, яркий и пользовательский. Здесь мы можем контраст, яркость, четкость и цвет регулировать. Это мне действительно нравится. Хорошо. Давайте мы сейчас сразу тест на 24. Ой, слушайте, хочу еще LG New York запустить. Там очень яркая картинка. О, появилась надпись HDR. Но дело в том, что HDR здесь... А я не знаю, что они HDR что ли задекларировали? А ну смотрим. У него появилась надпись HDR. Но обычно в этих проекторах информация, режим видео 53 Mbps, картинка, звук. Блин, ну картинка, это не HDR, я вам сразу говорю. Это не HDR. Потому что я знаю, как этот ролик воспроизводится с широким динамическим диапазоном. Но он воспроизводит этот ролик очень даже просто. Он конвертирует цвета в SDR. Тестируем 24 кадра. Сейчас я включу свой проф-режим фотоаппарата. Мы запускаем 24-кадровый ролик. Делаем фотографию с выдержкой в 1 секунду. Как я и говорил, 24 кадра тут нет. Есть четкая шахматная доска. Это 60-кадровый режим отображения видео. То есть MEMS тут нет. Дальше тестируем на качестве изображения. Все изображение у нас помещается. То есть у нас нет никакого... Вот эти стрелочки по последнему пикселю можно понять. Теперь, изначально, я вам скажу, яркость отрегулирована правильно. Я еле вижу 4, еле-еле вижу. Но мы можем регулировать изображение картинки в стоковом плеере. То есть я могу на текущий момент яркость немного повысить, как на мой взгляд. Вот должно появиться еле видимая 4. Ты видишь 4?
То есть, да, теперь мы выходим. Сейчас мы отрегулируем контраст. Вот по контрасту нужна регулировка 100%. То есть изначально калибровать его нужно, картинка. Давайте контраст. И контраст мы понижаем до момента появления 251. О, отлично, отлично. Теперь девушке достаточно естественно. На основных цветах еще выведем цвета. Дальше. Тут у нас яркостно-контрастные моменты. Отлично, основные цвета. Голубой, бирюзовый. Это какой бирюзовый? Или какой это вообще? Да, это был светло-голубой. Белый, очень неплохо. Он не грязный, чтобы вы понимали. Темно-красный такой, бордо. При переходе, я вам объясню, в чем особенность. При переходе от черного к светлому, к светло-серому, мы видим лесенку. Это нормально для такого типа проекторов, для любых телевизоров 8-битных и таких проекторов. Но это хорошо, что здесь не проявляются зеленые полосы, либо розовые. Такое тоже бывает. Здесь их практически нет. То есть это очень хорошо. То есть мы видим, что у нас нет перегиба по цветам. Вообще отлично. Слушай, я прям вот... Нет у нас грязных углов. Смотри, какой ярко-красный. Да? Сейчас мы доберемся до базовых цветов общих. Это светло-серый, синий, серый, еще серый. Какой-то... Вау. Это черный? Черный почти не видно, да? Было лучше. В каком-то другом. Да, в другом проекторе было лучше. Там и цена проектора была в 2 раза больше. Вот теперь мы смотрим, мы чуть-чуть калибранем цвета сейчас. Они должны различаться. Смотрите, картинка и звук. То есть мы здесь еще с вами должны посмотреть по цветности. И вот буквально пару градаций, и я все градации могу различить. Все градации, ты различаешь все градации сейчас? Все градации мы различаем. Я различаю зеленый. Не, зеленый как раз четко, все отлично. Черный, Черный не должно быть у тебя. Да? У нас по цветам сейчас основным. То есть мы сейчас видим четкую градацию от черного до белого. Ты же видишь, здесь не должно различаться. Здесь тоже даже квадраты все бы проступали. Смотри. А в левом видишь? Да, вижу. Есть, я вижу. Вот он. А? Есть. Смотри, я вот очень удивлен. Яркостно-контрастный идеально. Основные цвета отлично. Слушайте, вот прям на грани, вот он вообще отлично вписался. Короткофокусный, по всем яркостно-контрастным характеристикам он проходит. А вот теперь самый прикол. Нет размытия углового. Я очень удивлен. Его вообще нет. За счет чего они добились? Я вам объясню. Если присмотреться, я сейчас попробую вам сфотографировать, если присмотреться, они просто взяли, очень мудро сделали. Они эффект линзирования взяли и просто-напросто сузили само изображение, оставив эффект линзирования за рамками. То есть видно эти рамки, очень хитро сделанные. Я специально сейчас задрал на смартфоне контраст, для того, чтобы вы увидели эти рамки. То есть у нас практически нет эффекта линзирования. Блин, круто. Просто круто. Блин. Очень четкие лесенки, все, ничего не видно, все, нет пропуска у нас на волосах. Слушай, вообще четкая картинка. Я вообще в шоке. Черный выглядит тоже отлично. Слушайте, по качеству картинки мне очень нравится. Хорошо, но использовать в качестве внутреннего плеера само собой нельзя. Давайте подключим внешний. Для этого я перейду на свою игровую консоль. Буду использовать ее конкретно. Итак, консоль Xbox. Тут вообще все просто прикольно. Объясню. Как только я запускаю ютубчик, то мы здесь видим вообще другую картинку. Переходим на 4К геоплейсы, на ту же самую дикую реку. Вау, просто вау. Звучок топчик. Серьезно вам говорю, сейчас я включу максимальное качество. То есть вот сейчас 4К. Цвета просто отличные. Вместе с внешним устройством этот проектор просто отличный. За свои деньги, я вам скажу, для меня вот этот вот проектор стал одним из моих любимых проекторов. Ну, ребят, тут без комментариев. Я сейчас перейду на свой канал и включу другие видео. Я просто вот в восторге. Мы сейчас посмотрим еще IPTV-шечку, посмотрим.
Посмотрим качество отображения с наружного устройства. Давайте сейчас любое другое видео, которое я снимал. Давайте. О, вот это очень хорошо. Вау. Вот это контраст. Посмотрите на облака. Я не знаю, передаст это камера или нет, но это просто обалденно. Просто обалденно. Просто обалденно. Все, выходим. Тут я вот по изображению, допустим, то, как я снимал эти ролики, то, как я их задумывал, я вот не вижу никаких проблем. То же самое я посмотрел на нем IPTV, я смотрел на нем фильмы через Свит ТВ, через национальный кинотеатр наш. Меня, честно говоря, поразил звук. Я в проекторах достаточно редко вижу хороший звук. Ну, сейчас мы проигрываем фильм, я сейчас выберу максимальное качество, которое он может проиграть. Редко вижу хороший звук. И в частности здесь его сделали достаточно неплохим. Плюс здесь действительно на этот короткий фокус хорошая яркость и контраст. По воспроизведению фильмов нет вопросов. Единственное, что, конечно, в динамичных сценах вы будете иметь дискомфорт при просмотре там быстро движущихся объектов. Это те, кто замечает тот самый джодер-эффект. Поэтому я рекомендовал бы использовать его в паре, например, с компьютером, у которого есть возможность просматривать это все через подплеер с уплавнялкой, либо там через любой плеер с уплавнялкой, через SVP плеер, например. Там будет вообще все четко и красиво. То есть я смотрел здесь фильмы, я смотрел здесь, допустим, те же самые ТВ-программы, HD-программы. Но я хочу еще здесь сделать следующий момент. Я хочу поиграть. Я хочу оценить input lag, возможность играть, потому что я люблю, у меня есть и PlayStation 5, и Xbox, поэтому поиграть есть на чем. Ой, ну слушайте, ну очень неплоха картинка. Я уже сейчас вижу прям оттеночки. Есть легкий input lag, говорю сразу. Он практически незаметен, но вот как игрок в PUBG, я, правда, играю на компе больше. Я здесь такое очень крайне редко. Время убить иногда. Но очень легкий input lag есть. Вы должны это учитывать. То есть это больше для просмотра видео, для просмотра IPTV, для просмотра какого-то контента, потому что, ну, есть легкий есть. Мне достаточно трудно, допустим, навестись на дверь. То есть легкий input lag есть. Ребятки, запишите себе. Опа, пошло-поехало. Стрелянина. Да, я все понял. Молодец. Ты в меня даже попасть не можешь, придурок. Господи, как так можно вообще? Да. Ну, все понятно, ребят. Качество изображения отличное, а с input лагом действительно есть момент. С легким input лагом. Мне трудно было как-то попасть по именно прицелиться даже на той же двери. То есть я не говорю уже сейчас пострелять. Давайте мы сейчас очень быстрая оценка качества изображения по картинке. Больше здесь мне смотреть будет нечего. Основные цвета меня не очень интересуют. Меня интересует сейчас контраст и яркость. Так, это черный. Да, смотрите, у нас получается для внутреннего источника и для внешнего отдельно нужно настраивать картинку. Отдельно абсолютно. То есть мы, видите, здесь у нас режим стандарт. Мы ставим на пользовательский. Здесь мы повышаем с вами яркость. То есть здесь базовая калибровка. В принципе, сразу же меняем картинку, понижаем контраст. То есть у нас нам нужна отдельная калибровка для... Ну и цвет я сразу понижу, потому что знаю уже, какие показатели там нужны. То есть, по сути, на текущий момент... Ой, выбрал не то. На текущий момент я вижу, что отдельная калибровка нужна для разных источников. Девушки выглядят отлично. Сейчас базовые цвета. Все суперово. Ребят, могу проходить, резюмировать видео, вернее, этот проектор, потому что я вижу то, что я хотел увидеть. Базовые цвета тоже отлично. И яркостно-контрастный анализ вот в черном, в синем, в зеленом, красном меня тоже полностью устраивает. Так что переходим и резюмируем. В качестве резюме скажу. Идеальный проектор за свои
деньги. Реально за свои деньги. Для кино, для дома, для развлечений отлично. Если вы хотите иметь качество с мемсом, хотите с чистыми 24 кадрами, то там, конечно, уже цена будет не такая, а будет цена там в 300, 400, 500 баксов и выше. Это минимум $500 или лазерники вам еще нужны. А так, за свои бабки, вот агентский проектор. И запомните, мы всегда говорим, если что-то очень нам не нравится, а здесь нам действительно понравилось. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.